Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание народным приметам, традициям и обычаям на 20 апреля. Поговорим о церковном празднике, поговорим об иконе Божьей Матери, которая почитается в этот день 20 апреля. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать по народным приметам. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я», ваше полное имя, привлекаю изобилие, достаток и благополучие. Пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, друзья, нам очень-очень приятно. Итак, друзья, православная церковь 20 апреля почитает память святой мученицы Акелины. Эта святая прославилась тем, что отдала свою жизнь за веру во Христа в период гонений на христиан при императоре Максимиане. История ее мученичества уходит в далекий 310 год, когда она вместе с другим святым мучеником Руфином была схвачена и брошена в темницу за свидетельство Христовой истины. Акелина оказалась в заключении в городе Синопе на берегах моря. Ее преступление состояло в том, что она беспокоилась о судьбе святого диакона Руфина, также находившегося в заключении за свою веру. Вместе они обратили в веру 200 воинов, находившихся в той же тюрьме, и вместе с ними они были подвергнуты смертной казни мечом. Святая Акелина стала примером истинной веры и преданностью Богу даже в лице смерти. Ее мученическая жертва была символом неуклонной приверженности истине Христовой и готовности жертвовать всем ради нее. Православная церковь почитает память этой святой вместе с мучеником Руфином и всеми 200 воинами, которые, подобно им, понесли смерть за свою веру во Христа. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 20 апреля – это день особого почитания в православной церкви. Почему? Потому что в этот день в православии отмечается праздник византийской иконы Божьей Матери. Этот образ, воплощающий в себе величие и милость Матери Божией, имеет глубокие исторические корни и особое значение для верующих людей. Согласно преданию, византийская икона Божьей Матери Богородицы впервые проявилась 7 апреля 732 года. История этой иконы окутана тайной, но известно, что она пришла на Русь из Рима. Однако ее значение для верующих превышает даже исторические детали. Икона считается благословенной и защитницей верующих, а ее почитание сопровождается молитвенными практиками и ритуалами. Византийская икона Богородицы относится к типу иконописных образов Адигетрия. На этой иконе изображена Божья Матерь, которая держит на руках младенца Иисуса. Одна рука Христа поднята в благословляющем жесте, символизируя божественное благословение, а другая касается Богородицы, выражая близость и сопричастность Сына и Матери. В этот день, кроме церковных молитвенных служб, многие верующие обращаются к этой иконе с молитвами о заступничестве и защите. Верующие также приносят благодарственные молитвы перед иконой, прославляя Матерь Божию за ее непрестанную милость и помощь. Поэтому, девочки и мальчики, постарайтесь в этот день сходить в церковь и помолиться иконе Божьей Матери. Также мы вам оставим в описании к этому видео молитвы, которые рекомендуем вам прочитать в этот день. Также обращаем ваше внимание, что 20 апреля проходит суббота 5-й седмицы Великого Поста. Действует пост, однако можно употреблять горячую пищу с добавлением растительного масла. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молоко. Великий пост в православной традиции – это время особого внимания к духовной жизни, воздержанию и к самоограничению. А вот в народном календаре 20 апреля приходится праздник Акулины, или его еще называли как Акулинин день. Наши предки считали этот день мистическим. Этот день сопровождался множеством традиций и обычаев, связанных с верованиями в русалок и водных духов.
Согласно преданию, именно на день Акулины, 20 апреля, после зимы просыпаются русалки. Женщины, следуя древним обычаям, направлялись к рекам и оставляли на берегах или бросали в воду старые, но обязательно это были чистые рубашки, полотенца или просто куски ткани. Это считалось даром для русалок, которые верили, люди будут благодарны за одежду и летом не будут причинять вред людям. Однако представления о русалках и водных духах сильно различались в разных местах. В одних местах их представляли в образе молодых и красивых девушек с распущенными волосами и венком на голове, одетых в белые одежды или совершенно обнаженных. В других местах русалок изображали как некрасивых, обнаженных женщин огромного роста с отвисшими грудями и неуклюжими волосами, которых называли лобастами. По легендам, русалки обитали в озерах, в прудах и в болотах. Лобаста – одна из разновидностей русалок, считается опасным водным духом. Ее облик часто описывается как бесформенная серая масса с клыками вместо зубов, длинными скрюченными руками и длинными запутанными волосами. Встреча с лобастой по преданию всегда заканчивалась для человека трагически. Народные приметы и прогнозы погоды имели давнюю историю, связанную с наблюдениями за природными явлениями. 20 апреля – день, который, согласно поверьям, может дать подсказки о том, какая погода будет в будущем. Считается, что погода в этот день отражает общий климатический тренд на последующие месяцы. Еще, если 20 апреля проходит день с грозой и с дождем, это, согласно народным приметам, стоит ожидать улучшения погоды в ближайшем будущем. Это могло указывать и на то, что период дождей заканчивается, наступает более солнечный и теплый период. Грозы и дожди могут очистить атмосферу и принести необходимую влагу для растений. Однако красная заря в вечернем небе 20 апреля наоборот считается предвестником ненастья. Такие яркие цвета неба могут указывать на приближение атмосферных фронтов и пасмурную погоду в ближайшее время. Эта народная примета заставляла людей быть более бдительными и готовыми к возможным дождям или непогоде. Ночное небо также могло дать подсказки о будущем. Если в этот день видно много звезд, то считалось, что это предвестие богатого урожая ягод и грибов. Ясное небо и яркие звезды могут говорить о благоприятных условиях для растений, что впоследствии может привести к обильному урожаю как ягод, так и грибов. Если 20 апреля наблюдался мороз и солнце, это часто рассматривалось как предвестие богатого урожая хлеба и гречихи. Мороз может помочь уничтожить вредителей и в том числе болезни растений, а солнце будет способствовать их росту и развитию. Такие благоприятные условия погоды могли обещать хороший урожай сельскохозяйственных культур. Согласно древним преданиям, в этот день русалки, которые проводили зимний период спячки, выходили из своих укрытий. И в древности женщины отправлялись к рекам, к озерам и приносили изношенные, но обязательно это должны были быть чистые рубашки в качестве жертвы русалкам. Верили, что такие подношения помогут умиротворить русалок и предотвратить их капризы, такие как похищение людей или причинение вреда. Этот обычай отражали древние верования в силы природы и связь между человеческим миром и миром духов. В наши дни можно наблюдать этот день иначе. Например, вечером можно выйти из дома и полюбоваться на звездное небо, загадав при этом самое сокровенное желание. Считается, что в этот день желания особенные, они сбываются, поэтому в этот день важно загадать то, что действительно желает ваше сердце. Кроме того, постарайтесь провести этот день в кругу близких и друзей, наслаждаясь общением и поддержкой друг друга. Также отличный повод провести время на свежем воздухе, наслаждаясь природой и прекрасной погодой. Все-таки, друзья, у нас с вами весна идет полным ходом, и, соответственно, лучше постарайтесь эти дни провести на солнышке, на природе. Возможно, у вас есть приусадебный участок, а, соответственно, на выходные вы можете отправиться и подышать свежим воздухом, а также уделить внимание природе и земле.
Также, друзья, как мы уже сказали ранее, 20 апреля день памяти святой Акулины, который сопровождался различными поверьями и суевериями, связанными с тем, что следует избегать в этот день. И одним из основных запретов, который существовал в народной традиции, являлся запрет смотреть через окно на небо в день Акулины. Согласно поверьям, те, кто нарушает это правило, могут привлечь неприятности и болезни в свой дом, особенно связанные с детьми. Поэтому важно было избегать пребывания дома вечером в этот день и предпочесть прогулку на свежем воздухе. Традиционно в этот день рекомендуется выйти на улицу и полюбоваться небом. Считается, что в это время нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Однако те, кто игнорирует это предостережение, могут ожидать неприятные последствия. Святая Акулина может помешать выполнению задуманного и сорвать планы, что является наказанием за непослушание. Кроме того, 20 апреля важно помнить о русалках, которые, согласно поверьям, начинают просыпаться и устраивать хороводы именно в этот день. Женщины традиционно совершают ритуал, принося подарки русалкам. Это одежду, украшения, которые они оставляли на берегу водоема. Наши предки верили, что такая забота и внимание привлечет благосклонность русалок, которые защитят добросердечных женщин и их семью от бед и несчастий. Те, кто забывают о водных девах или пренебрегают этим обрядом, могут подвергнуться наказанию. В соответствии с преданиями, такие люди могут столкнуться с различными несчастьями, застрять в болоте, утонуть в водоеме или стать жертвой других несчастных случаев. Поэтому было важно проявлять уважение к древним обычаям и не забывать о русалках, которые, как считается, обладают некоторой властью над водными просторами и могут наказать тех, кто их не почтит должного внимания. Кроме того, в этот день существовали и другие запреты и народные поверья, связанные с днем Акулины. Например, нельзя было передавать солонку из рук в руки в этот день, так как это могло привести к серьезной ссоре, иногда даже на пустом месте. Согласно преданию, если кому-то нужна соль, то лучше поставить солонку на стол и позволить этому человеку взять ее самостоятельно. Этот обряд поможет избежать неприятностей и конфликтов. Кроме того, в день Акулины не рекомендуется сушить зонтики и вещи в спальной комнате. По народным поверьям это может привести к ссорам и недовольству между супругами. И в конечном итоге они могут перестать разделять общее супружеское ложе. Этот обычай связан с представлением о том, что сушить зонтики в домашнем пространстве может привлечь несогласие и разногласия в семейные отношения. Кроме того, в день Акулины следует воздержаться и от полного расхода всех имеющихся денежных средств. По преданию, если в этот день потратить все деньги, то в будущем не представится возможности пополнить запасы, что приведет к нехватке и в конечном итоге к голоду и нищете. Но чтобы избежать подобных последствий, в день Акулины рекомендуется оставить в кошельке хотя бы небольшую сумму, несколько монет или купюр. Этот обычай связан с верой в то, что сохранение небольшого запаса денег поможет обеспечить финансовую стабильность и избежать неприятностей в будущем. Также в этот день не рекомендуется резать новую буханку хлеба после захода солнца. По народным поверьям, это действие может привести к несчастью и скандалам в семье. Дело в том, что новый хлеб у наших предков символизировал изобилие и процветание, а его нарезание в неподходящее время может нарушить гармонию в доме и тем самым привлечь финансовые трудности. Кроме того, когда вы сегодня находитесь в гостях, стоит воздержаться от излишнего шума, громкого смеха и пения песен. По народным поверьям, это может разозлить домового, духа, который по представлениям народа охранял дом и его обитателей. А чрезмерная шумность в гостях может нарушить покой домового и привести к неприятностям в домашнем хозяйстве. Вот такие, друзья, у нас сами народные приметы на 20 апреля. Обратите на это особое внимание. Кроме того, в этот день нельзя ругаться, спорить, выяснять отношения, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Обратите на это особое, пожалуйста, внимание. Друзья, ну а прямо сейчас
обязательно ставьте лайк этому видео. В комментарии напишите: «Я привлекаю деньги, изобилие, достаток и благополучие». Пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже, друзья, буквально в следующем видео.